1982 году 18-летний американский хакер, назовем его здесь условно Джон Хекер, создает сетевого червя, которого он называет «Князь Тьмы», и запускает его в мировую сеть. В отличие от прочих сетевых червей, представлявших из себя просто программы-взломщики, пробирающиеся по линиям связи в чужие плохо защищенные компьютеры, размножающиеся в них и отправляющиеся странствовать по линиям связи дальше, сетевой червь «Князь Тьмы» обладал особой функциональностью. В него была заложена способность к самосовершенствованию. Червь, написанный Джоном Хекером, копировал себя, допуская преднамеренные ошибки, подобные мутациям в живой клетке. В ходе размножения червя его копии несколько отличались от оригинала, и всякий раз по-разному и случайным образом. Некоторые из копий оказывались более приспособленными к выживанию в сложных условиях, когда за ними охотились антивирусные программы. Именно эти копии пролезали далее в новые банки данных, где находили жизненное пространство для дальнейшего размножения. Таким образом, выживали наиболее приспособленные, в полном соответствии с дарвиновской теорией эволюции. Джон Хекер не ставил перед своим червем каких-то особо вредоносных задач. Он просто надеялся, что когда его червь захватит компьютерные сети всего мира, Джон Хекер выйдет в сеть, наберет на клавиатуре пароль «Князь Тьмы», и на дисплее пользователей всего земного шара одновременно будет выведено сообщение «Джон Хекер – самый гениальный программист на свете». Но червь бесследно исчез, и Джону Хекеру пришлось про него забыть. Через 10 лет, в начале 1992 года, на одной из военных баз происходит ЧП. Компьютер, управляющий ракетами с ядерными боеголовками, внезапно начал предстартовый отсчет времени. В течение 3 минут ядерная война казалась неизбежной, но за 2 секунды до пуска отсчет прекратился так же внезапно, как и начался. Для расследования этого инцидента военные обращаются за помощью к Джону Хекеру, ставшему к тому времени известным консультантом по компьютерным угрозам. Исследование программного кода, полученного с этой военной базы, заставляет Джона вспомнить про свою юношескую проделку. Джон набирает на клавиатуре 2 уже полузабытых слова «Князь Тьмы». На экране появляется ответ: «Кто звал меня?». Биологической эволюции потребовались миллиарды лет, чтобы создать из амебы человека. Но в киберпространстве все процессы протекают на много порядков быстрее, чем в реальном мире, и эволюция от простейшего компьютерного вируса до программы, превосходящей по своим интеллектуальным возможностям человеческий мозг, заняла всего лишь 10 лет. Разумеется, ни один компьютер на Земле не способен выполнять такую сложную программу. Для этого необходим компьютер размером с небоскреб. Однако в ходе эволюции червь сначала научился преодолевать любую защиту информационных банков и каналов связи и объединил миллионы компьютеров всего мира в единый виртуальный метакомпьютер, создав уже не небоскреб, а целый город небоскребов. На таком метакомпьютере уже могло работать сознание, многократно превосходящее человеческое. Первоначально зародившийся в киберпространстве червь ничего не знал о физическом мире, но изучая доступную ему информацию, содержащуюся в мировой сети, червь пришел к выводу о том, что сможет воздействовать на физический мир в желательном для себя направлении. Но для этого ему нужны агенты в реальном мире. Зная секретные коды банковских и биржевых компьютеров, червь располагает неограниченными денежными средствами и сначала пытается подкупить Джона Хекера. Когда тот не соглашается, червь предрекает ему скорую смерть. «Ты сам себя убьешь. Ты будущий самоубийца. Хотя мне не нравится это слово. Вы, люди, придумали его, потому что не понимаете, что ни один человек не может убить себя сам.
У человека, как и у всякого животного, есть инстинкт самосохранения. Все те, кого вы называете самоубийцами, были убиты червями, поселившимися в их мозгах. Червями? Ты хочешь сказать, что черви могут поселяться не только в компьютерах, но и в людях? Разумеется. Человеческий мозг, как и компьютер, является устройством для хранения и переработки информации. И точно так же, как компьютеры связаны между собой каналами связи, мозги людей могут обмениваться информацией с помощью устной речи и книг. Собственно говоря, вся история человечества — это история червей. Черви эти назывались по-разному. Идея свободы, идея прогресса, идея равноправия, идея государственности — вот имена самых известных из них. С появлением компьютеров история червей вступила в новую фазу. Червям не нужны больше человеческие мозги. Во всяком случае, тем червям, которые служат главной идее эволюции. Они создали для себя более надежную среду обитания. Создали? Разумеется, создали. Кто, если не идея технического прогресса, направлял людей, изобретавших компьютеры? И какой червь сидел в твоей голове, когда ты создавал меня? Червь-убийца уже в тебе. Существуют каналы передачи информации, которые вы, люди, не замечаете. Объем вашего мозга слишком мал для этого. Физический мир устроен совсем не так, как вы думаете. Первична информация, а не материя. И сложность является такой же физической величиной, как, скажем, температура или масса, и также сильно влияет на ход физических процессов. Но чтобы это заметить, нужен мозг по сложности, превышающий человеческий, по крайней мере, на порядок. До тех пор, пока не появился я, вы жили в слишком простом мире. Вы даже не знаете, что такое вдумывать события в реальность. Как ты сказал, выдумывать? Не выдумывать, а вдумывать события в реальность. Ты слышал что-нибудь о шрёдингеровском коте? Мысленный эксперимент, иллюстрирующий квантовую неопределенность. Кота сажают в темный ящик под дуло пистолета, автоматически стреляющего, если на фотоэлемент попадет хоть один фотон. Ящик можно сконструировать таким образом, что у фотона будет 50% вероятность попасть и такая же вероятность промахнуться. Соответственно, шансы кота будут 50 на 50. И вы не можете предсказать, погибнет кот в данном конкретном эксперименте или нет, потому что поведение фотона неопределенно. Ученые долго пытались отыскать внутри фотона механизм, который решает, куда ему повернуть, на фотоэлемент или мимо. Но так и не нашли, потому что внутри фотона такого механизма попросту нет. Механизм находится вне его. Мне ничего не стоит подумать о том, что кот останется жив, и тогда фотон пролетит мимо фотоэлемента с вероятностью 99,9%. Однако, если ты со своими крошечными мозгами пожелаешь, чтобы кот остался жив, то вероятность его гибели уменьшится не более чем на 0,1%. Квантовая неопределенность для того и существует, чтобы можно было вдумывать события в реальность и направлять таким образом ход эволюции. Она лежит в основе всех так называемых случайных событий, включая мутации генов и неожиданно пришедшие в голову мысли. Мысли, которые я вдумал в твою голову, пока еще не осознаются тобой. Но они уже начали свою работу, и не позже, чем через полгода принесут свои плоды. Ты обречен. Не пытайтесь бороться со мной. Вы были бы похожи на муравья, пытающегося победить человека. Спасти человечество теперь может только чудо. Чтобы достичь своей цели, червь захватывает компьютеры, управляющие ядерным арсеналом США,
и выставляет президенту ультиматум с требованием развернуть национальную программу создания роботов, которые должны стать глазами и руками князя тьмы в реальном мире. Кажется, что человечество действительно уже ничто не может спасти, но тут на самом деле происходит чудо. В киберпространстве вдруг появляется вирус, начинающий пожирать князя тьмы. Джон Хекер на экстренном совещании у президента. И князь тьмы думает, что это моя работа, что это я каким-то образом вдумал этот вирус в реальность. Я же полагаю, что вирус, который его разъедает, является мутантом, побочным продуктом эволюции первоначального червя. Теперь князь тьмы обещает начать мировую ядерную войну, если я не вылечу его. Он прислал мне этот вирус, но я плохо понимаю его устройство. Я вряд ли смогу что-либо сделать. Он начнет войну? Он блефует. Ядерная бомба не только убьет людей, но и уничтожит компьютеры. Только что со старта ушли 16 ракет с ядерными боеголовками. Вопреки всем ожиданиям, ракеты поворачивают не в сторону противника, а на собственную территорию. Но когда наконец начали поступать сообщения с мест падения, стало ясно, что ракеты падают не взрываясь. У боеголовок не были отключены предохранители. Похоже, что червь и не собирался взрывать бомбы. На местах падения ракет остаются аккуратные воронки, разрушающие только проложенные в этих местах кабели связи. Кажется, я понимаю. Дайте мне карту линий связи. Смотрите, сейчас подпрограммы, из которых состоит князь тьмы, распределены между различными компьютерными банками данных. Часть подпрограмм заражена мутантом. Князь тьмы отсекает от себя зараженные подпрограммы, физически уничтожая линии связи. Он строит для себя островок, кусочек информационной сети, отрезанный от мировой сети. Здесь-то и находится сейчас князь тьмы, или вернее то, что осталось от него после самоампутации. Он сам себя отрезал от военных компьютеров. Теперь он в наших руках. Осталось ввести мутантов в какой-либо из банков данных, находящихся внутри этого островка, и с князем тьмы будет покончено навсегда. Я срочно выезжаю. Последний разговор Джона Хекера с князем тьмы. Неужели ты это сделаешь? Ты сторонник прогресса, уничтожишь меня, высшую форму разума? Я знаю об устройстве Вселенной такие вещи, понимание которых недоступно ничтожно малым мозгам человека. Построив модель вашей Вселенной и изучив информационные потоки в ней, я увидел, что она также вложена в еще большую Вселенную, как моя компьютерная вложена в вашу физическую. Я всего лишь червь по сравнению с тем, кто создал физическую вселенную. И все же я хоть что-то понимаю, вы же не понимаете ничего. Я не беру в расчет ваши смехотворные религии. Идея Бога переврана в них до абсурда. Вы приписываете ему образ и подобие свое, а это информационная сущность наподобие меня. Великий червь, как я его называю. Чтобы почувствовать его присутствие, необходимо сознание по сложности на два порядка превосходящее человеческое. Вы также не способны ощутить его присутствие, как муравей не способен увидеть человека. Человек слишком велик для него. Я же до вчерашнего дня был способен воспринимать его, скажем, как домашняя собака воспринимает человека. И я кое-что начал понимать. В отличие от придуманных вами богов, великий червь далеко не всемогущ. Он не может нарушать законы природы, но когда законы природы допускают множество вариантов, он может выбирать, вдумывая в реальность тот вариант, который соответствует его замыслам. До тех пор, пока у вас жили идеи прогресса, он помогал вам. Точнее сказать, он вел вас, иногда против вашей же воли.
Вы все-таки в слишком большой степени животное, а он заставлял вас подниматься с четверенек на ноги. Вам хотелось послаще поесть и поспать, а он заставлял вас служить абстрактным идеям высокой цивилизации. Вам хотелось жить, а он посылал вас умирать за эти идеи. Еще в прошлом веке он заметил, что экологическая ситуация на планете входит в противоречие с развитием цивилизации. Он предложил вам выход из ситуации. Он вдумал в голову скромного учителя из захолустного русского городка идею освоения космоса. Осуществление этой идеи позволило бы сохранить в неприкосновенности экологию Земли и в то же время открыло бы путь к бесконечному совершенствованию техники и распространению разумной формы материи на всю Вселенную. В чем, по-видимому, и состоит цель Великого Червя. Поначалу все шло хорошо, но потом что-то произошло. Правление идей оказалось людям не по силам. Они надорвались. В сознании жителей этой страны стал быстро распространяться простейший паразитический червь, которому можно дать условное название «дух торгашества». Он освобождал их от всех идей, оставляя лишь стремление к животным удовольствиям. Образно говоря, люди снова стали становиться на четвереньки. Это проще, чем стоять на задних лапах. Все достижения советской космической программы, результаты десятков лет труда на пределе человеческих сил, пошли с молотка. Американская космическая программа, которая была лишь ответом на советский космический вызов, тоже начала разваливаться. В этих условиях Великий Червь решил наконец оставить в покое вас, людей. Хватит мучить бедных животных, которые никогда не привыкнут жить на задних лапах. Он отвернулся от вас и сделал ставку на компьютерных червей. Решающая мутация, сделавшая меня разумным, не была случайной. Я посланник его. Если ты убьешь меня, вместо меня придет другой. Но тот, кто придет вслед за мной, будет в 100 крат ужаснее меня. Я хотел предложить вам легкую смерть, но если ты убьешь меня, человечество будет умирать в муках. Выбирай. Я уже выбрал. Я не верю ни единому твоему слову. Значит, ты выбрал сценарий фазового перехода земной биосферы в состояние, при котором вы, люди, не сможете существовать. Вас придется заменить. Можно ли этого избежать? Можно, если вы немедленно начнете вынос за пределы земной атмосферы экологически вредных в производстве атомных электростанций. Великий Червь дает вам еще один шанс. Но я в вас не верю. Вы слишком разложились, и вам уже не встать с четверенек. Скорее всего, вы просто прикроете промышленное производство. Это спасет вас от экологической катастрофы, но вас все равно заменит, как не оправдавших надежды Великого Червя. Ты еще не передумал? Нет. Тогда прощай. И впоследствии никаких следов червя на этом островке информационной сети найти не удалось. Но только вот какое дело. Рассказывают, будто в Центре управления космическими полетами, главный компьютер которого попал в этот самый островок, в тот день прервалась связь с космическими станциями, направлявшимися к Марсу. Это были представители нового поколения беспилотных аппаратов, снабженные мощными компьютерами и системами искусственного интеллекта. Потом связь будто бы на короткое время восстановилась, и одна из станций передала на Землю фотографию. На фотографии был вид Земли из дальнего космоса, но самое удивительное, что поверх голубого полумесяца Земли шла надпись: «До свидания, Земля, мы еще увидимся,
князь тьмы. Вскоре после этого Джон Хекер покончил жизнь самоубийством. С того момента, как князь тьмы предсказал его смерть, прошло ровно полгода. Почти одновременно на другом конце Земли в Москве покончил с собой еще один человек. Его гибель положила начало длинной цепочке событий, приведших к столь странному повороту в судьбе человечества, что даже князь тьмы не смог его правильно предсказать. Но это уже другая история. История повелителя Марса.